Всем привет! Продолжу свой рассказ про китайский коротковолновый трансивер G90. И в этот раз расскажу об управлении этим трансивером с компьютера. В радиолюбительской технике, в радиолюбительской среде вообще существует такое понятие, как CAT-интерфейс. Это интерфейс для управления трансиверами с компьютеров. Для чего нужен такой интерфейс? Для того, чтобы из какой-то программы на компьютере можно было установить рабочую частоту в трансивер, поменять режим работы, вид модуляции, включить-выключить предусилитель, аттенюатор и так далее. На некоторых трансиверах вплоть до регулировки громкости и включения-выключения питания предусматривает такой CAT-интерфейс. Можно точно так же и наоборот. С помощью какой-то программы, например, программы аппаратного журнала, запросить текущую частоту, диапазон, режим работы у трансивера. И при записи в аппаратный журнал какой-то связи, которую вы только что провели, программа сама получит все эти данные с трансивера, и вам не придется указывать диапазон, частоту и вид модуляции. Так вот, CAT-интерфейс удобная штука, но, к сожалению, за все время существования коротковолновых трансиверов и CAT-интерфейса производители трансиверов разные не договорились между собой о том, чтобы этот интерфейс был стандартным, универсальным для всех трансиверов. Мало того, даже в пределах разных моделей трансиверов одного производителя CAT-интерфейс тоже между собой может быть несовместим. Вот такое неудобство. Но разработчики трансивера G90 не стали изобретать свой собственный какой-то интерфейс, а практически скопировали CAT-интерфейс с трансиверов ICOM. Итак, для подключения трансивера G90 к компьютеру по CAT-интерфейсу и управления этим трансивером с компьютера нужно сделать следующее. В комплекте с трансивером есть вот такой вот провод. Этот провод предназначен в первую очередь для обновления прошивки и в передней панели, в съемной, и в самом прием-передатчике. Но этот же провод может быть использован и для CAT-интерфейса. Провод ничего особенного из себя не представляет. Это USB to Serial, в данном случае PL2303 микросхема, причем современная ее модификация, которая работает под всеми Windows 7, 8, 10 и тому подобное. И просто выход с этой микросхемы выведен на трехконтактный 3,5 мм разъем. На трансивере на боковой стороне передней панели есть, соответственно, гнездо для этого провода. Туда он включается, этот провод, для обновления прошивки в передней панели. И туда же он включается для работы по CAT-интерфейсу. То есть, подключив этот провод к трансиверу и к компьютеру, мы получаем на компьютере виртуальный COM-порт с каким-то номером. И далее во всех программах радиолюбительских можно просто использовать этот номер COM-порта для работы по CAT-интерфейсу с этим трансивером. В большинстве радиолюбительских программ еще нет поддержки трансивера G90, но в списке можно выбрать какой-нибудь несложный ICOM, например, ICOM 718 или ICOM 7000, и большинство команд простых работы с этим трансивером по CAT-интерфейсу будут совпадать с командами для трансивера G90. Например, установка частоты или запрос текущей частоты, установка вида модуляции, они одинаковые, что у этих ICOM, что у этого G90, и поэтому, выбрав трансивер ICOM, мы можем управлять таким трансивером. Но так работает не всегда и не везде. Например, в программе для работы с цифровыми видами, если выбрать трансивер ICOM в списке доступных трансиверов, то работа корректно с G90 невозможна. Но в этой программе можно использовать внешний модуль управления трансиверами. Модуль называется OmniRig. И этот модуль, он универсальный, он не завязан на какую-то программу. А разные программы радиолюбительские могут обращаться к этому модулю OmniRig, а он уже работает по CAT-интерфейсу с выбранными трансиверами. И вот в этом модуле управления OmniRig, если выбрать трансивер, например, ICOM 7000 или 718, то можно спокойно с помощью программы VSJT управлять трансивером G90. В настройках самой программы OmniRig нужно помимо выбора трансивера выбрать еще, естественно, номер COM-порта, виртуального COM-порта, скорость 19200, параметры связи 8N2, то есть 2 стоп-бита, ну и все остальное, как у меня на картинке. И выбрав в программе VSJT управление трансивером через OmniRig, соответственно, можем переключать диапазон и частоту в программе, и все это будет переключаться на трансивере. В программе аппаратного журнала, например, вот в такой, тоже можно выбрать OmniRig в качестве интерфейса связи с трансивером. И тогда в программе будет видно установленную на трансивере частоту, вид модуляции, и вся эта информация будет записываться вместе с другими данными QSO в журнал.
Кроме программ для цифровых видов связи, программ аппаратных журналов, существуют еще программы для просто управления трансивером с компьютера. То есть эти программы никаких других функций не выполняют, только позволяют управлять трансивером с компьютера. Одна из таких программ FL-Rig. Я хотел на примере этой программы вам показать, как можно, установив в ее настройках тип трансивера ICOM 718 или 7000 и управлять на самом деле трансивером G90. Но в последней версии этой программы FL-Rig добавили уже трансивер G90, и можно выбрать непосредственно его, а не какой-то ICOM, и управлять прямо непосредственно этим трансивером с помощью этой программы. Естественно, в настройках программы тоже нужно выбрать COM-порт, скорость 19200 и другие параметры связи. Например, сейчас я на трансивере переключаю диапазоны, и видно, как в программе FL-Rig тоже меняется в соответствии с диапазонами частота. И из программы тоже прекрасно управляется трансивер. Например, включается-выключается предусилитель, изменяется частота. Программ, управляющих трансивером по CAT-интерфейсу, существует очень много. Но это мой рассказ не о них, а о CAT-интерфейсе в трансивере G90. И он на этом закончен. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире с различных трансиверов, с CAT-интерфейсом и без него в автономном режиме. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока!